Итак, друзья, мы находимся где-то между Москвой и Питером. Нам до Питера остается порядка 500 километров. Все в полном порядке. Приключение началось. Наши байкеры, мотоциклисты уже где-то близ Питера, но они, естественно, быстрее, чем мы. Мы на дозаправке, дозаправили наш Амарок, дозаправили нашу Калифорнию, прошу обратить внимание. Замечательный аппарат, дом на колесах. С нами куча фотографов, видеожурналистов, дроны. В общем, будет шикарная картинка. Не переключайтесь, смотрите дальше. Прием, как слышно, прием. На связи, говори. Позвонили мотоциклы, сейчас они впереди где-то обсохли на пустых баках. Давайте тогда начинаем искать какие-нибудь заправки или еще что-то, канистр наполняем, чтобы их заправить. Принято. Сейчас будем спасать друзей. Ну все, давайте, счастливого пути и больше не обсыхайте, Дмитрий Львович. Доехать до Питера на Дукати 1260 мультистрада так же легко, как обидеть трехлетнего мальчика, большого здорового мужику. Вообще никаких проблем. Просто садишься и доезжаешь. Вот честно, я даже вот пытаюсь какие-нибудь придумать сложности. Ну нет никаких сложностей. Вот, в общем-то, все. Итак, команда Ducati прибыла в Санкт-Петербург, и мы находимся в официальном дилерском центре Ducati Audi Wagner, Ducati Wagner. Соответственно, мы ждем еще одного гостя, который присоединится к нашей экспедиции. Он уже прибыл, и отправляемся в Петрозаводск. День второй. Следите за обновлением. Как только мы выехали на карельскую грунтовку, у нас случилась неприятная вещь. На одном мотоцикле Ducati Multistrada 1200 пробит радиатор. Соответственно, это стопроцентный сход с дистанции. Сейчас мотоцикл будет грузиться на Амарок, после чего на дистанцию выходит скрэмблер Desert Sled. Но это еще не все. Это еще не все. Еще один мотоцикл получил повреждения. Это мотоцикл Ducati Multistrada 1260S. Видимо, словил камень, и оба диска погнули. Соответственно, пока колеса не спускает, но это вопрос времени. Возможно, через минут километров 10-15 колеса спустят. В общем, мы планировали, что мы спустим скрэмблер чуть позже, ближе к Умбе, но, как и сказал Дмитрий, произошла нештатная ситуация, поэтому пришлось занять, так сказать, место в багажнике Амарока другим мотоциклом. Без пальцев останусь. Починили? Да, все как новое. Слушай, ну задняя получше. Передком я пока что... Давай еще, может. Как быстро раздуть мангал? И очень ленивый.
Сегодня 4-й день нашей экспедиции. Утром мы сворачиваем лагерь и двигаемся на следующую точку. Вчера был достаточно сложный день. Мы почти потеряли 2 мотоцикла. На одном полностью погнули оба колеса. Второй мотоцикл пробит массовый радиатор. Соответственно, ночью наша команда занялась починкой мотоцикла. И уже сегодня этот мотоцикл снова выходит на рейд, так скажем. Вечером доехали до места, разбили лагерь и в течение ночи занимались устранением поломки. В принципе, за ночь все сделали. Сейчас проводим финальные тесты. Я надеюсь, что уже через час отправимся в дорогу и начнем дубасить дальше. Всем еще раз доброе утро. Небольшое включение из лагеря. У нас здесь полный позитив. Мой пробитый передний диск окончательно испустил дух, поэтому теперь мотоцикл поедет в багажнике Амарока, ему там будет хорошо. А еще у нас есть мультистрада 12.2.0. Вот вы видим ее счастливого владельца, он сейчас там ковыряется возле носа. Там тоже случился небольшой щит вчера, меч. Масляный радиатор покусал болт крепления. Мы пока не понимаем, это конструктивный недостаток или это следствие небольшого падения, которое было накануне. Тем не менее, Дима красавчик. В отличие от меня, он грамотно подошел к вопросу, где-то зарядился поксиполом и заодно еще и купил его. Заклеил абсолютно все, надышался, я же не знаю, что он там сделал, но теперь вся эта история, по крайней мере, пока на холостом, на рабочем ходу, пока мотоцикл не едет, не течет. Так что есть шанс, что он познает все прелести карельского бездорожья. И, ну да, попутно у нас был компрессор, мы же умные, мы же профессиональные путешественники, но компрессор немножко умер, теперь у нас нет компрессора. Вот, зато у нас есть баллончики с сжатым газом, целых 4 штуки. В общем-то, неплохой набор на такое количество мотоциклов. Вот счастливый обладатель насоса перекачивает что-то в свой Дукати. Даже боюсь уточнять, что именно он туда накачивает. Но этот человек самый грамотный. Хотя даже такому асу бездорожья, как Александру, тоже не удалось избежать небольшой вмятинки на переднем колесе. Хотя я подозреваю, что винит он в этом меня. Я практически в этом уверен. Вот, можете только себе представить, сколько входит в багажник Амарока. То есть вот это вот все. Вон те чемоданы и мотоцикл. Нормальный такой багажник. Какой еще джип может похвастаться такой вместимостью? Ну, сейчас с нами едет такая небольшая передвижная палатка на колесах за 6 миллионов рублей. Там есть парочка спальных мест, есть плитка. Даже в комплектацию входит девушка красивая. Но, к сожалению, на этом комплектация машины заканчивается, и дальнейшие функции нужно обсуждать и решать. В общем, это сложный вопрос. Пока никто не смог добиться успеха в его освоении. Так, ну что, мы переходим дальше. Это еще не все, что есть в нашем лагере. Вот здесь мы наблюдаем Артема. Это один из руководителей экспедиции, поэтому у него такое озабоченное лицо. Он, наверное, думает, что на этом проблемы закончились. Ну, он наивный, проблема только начинается на этом. Правильно? Я надеюсь, что серьезных проблем больше не возникнет. Радует меня оптимизм этого человека, но он даже не подозревает, что его еще ждет. По опыту прошлого года. По опыту прошлого года, да, он очень опытный. И вот еще, значит, у нас здесь вот прячется скрэмблер. У скрэмблера есть мега дополнение. Кстати, обратите внимание, самая прекрасная часть нашей экспедиции. Я про скрэмблер. Действительно уникальный, красивый мотоцикл, изящный. И вот этот дополнительный бак, изящно решенный итальянцами, дает ему дополнительную автономность и дальность пути. Вот, я думаю, что на этом приключения только начинаются, поэтому следующее включение еще будет более живописным и интересным. Мы где-нибудь из тайги будем звать на помощь, брататься с медведями, праздновать с ними свадьбу, ну и так далее. Утренний душ. Мы не в отеле, поэтому вот так. Едем быстро, живописные виды, безумно красивая природа, мотоциклы чудесные. Первый этап был такой немножко асфальтовый. Мультистрада показала свои спортивные корни. Сейчас мы едем уже по грейдеру с приключениями. Все как водится, лес, красота, любуемся. Сложно, но хорошо. Команда у нас отличная подобралась. Я очень рад оказаться частью этой команды. Вот. Все роли четко распределены, все их, каждый выполняет свою роль. Классно, атмосфера, юмор присутствует и, в общем, хорошее настроение. Я думаю, что с такой командой можно идти далеко.
Мы находимся возле Белого моря, эко-отель. Сегодня прошли 560 километров по чудесной дороге, извилистой. Шли группой 5-6 мотоциклов. Продолжаем смотреть будущее с оптимизмом. Так, мы добрались до Белого моря. Все участники удачно справляются с дорогой. Но знаете что? Завтра будет. Так, 600 километров асфальта, немного грейдера, пересеченная местность, баня. О, море белое. Белое море. Это хорошо. Это значит, скоро будет много песка, много диких лошадей, много соленой воды, мало людей и все, как мы любим. Ань, как дела? Смотри туда. Смотри, посмотри. Я хотела тебе сказать, что вообще есть еще вопросы. Короче, вопрос в следующем. Мы выбираем сложный маршрут или очень сложный маршрут? Ну, давайте так. Надо проехать все достопримечательности, поэтому я считаю, что надо выбирать очень сложный. Мы сюда долго ехали, поэтому надо очень сложно. Все, я за очень сложный маршрут. Пришли фоточки. Серьезно. Итак, я оказался самым хитрым участником экспедиции, потому что позавчера я заменял передний диск, соответственно, он теперь не держит давления, поэтому мотоцикл едет в кузове, а я еду в Амароке с кондиционером, с прохладой, даю ценные указания всем участникам экспедиции, просто наслаждаюсь жизнью, отдыхаю. Очень удобный способ перемещения на мотоцикле, когда он у тебя лежит в багажнике. На самом деле не рекомендую так делать.
Сегодня будет много луж, много хардкора, много бродов. У меня самый классный байк, ну я так считаю. И он везде пройдет. Верю. Сегодня 9-й день нашей экспедиции. Мы вышли из базового лагеря, и сегодня у нас штурм северной точки. Самая северная точка запада России – это мыс Немецкий и маяк на нем. Довольно сложно сюда доехать на любом мотоцикле, особенно если тяжелый туристический мотоцикл, такой как Ducati Multistrada. Но у всех получилось. На этом мотоцикле я уже во второй раз доезжаю до этого места. Считаю мотоцикл оптимально и сбалансированным для разных дорог, в том числе и для бездорожья. Вот. В этом помогает и 19-е переднее колесо, достаточно большой ход подвесок, мощный головной свет. Ну и в целом мотоцикл достаточно хорошо управляется и на нем приятно ездить. В общем и целом мотоциклом я полностью доволен. Как дополнительную опцию я бы себе в следующий раз поставил бы защитные дуги, с ними было бы чуть-чуть спокойнее. Далее я бы себе поставил противотуманки и подогрев рукояток, так как иногда перчатки промокают, и подогрев рукояток в этом случае спасает. Вот мы добрались, наконец-то здесь. Мыс Немецкий, полуостров Рыбачий. Для меня это было супер тяжело, потому что это моя первая поездка в экспедицию, и это мой первый опыт езды на мотоцикле по бездорожью, оффроуд. В моем архиве это уже третья самая точка Европы. Соответственно, я был на самой южной, на самой западной, теперь на самой северной. Ощущения прекрасные абсолютно. Компания собралась исключительная, люди уникальные. Все со своей историей, это очень приятно, можно слушать бесконечно. Дорога далась легко, потому что вокруг какая-то такая очень приятная поддержка, каждый друг друга подбадривает, даже когда тяжелые моменты наступают. Вот. Ну, как бы не было грустно, сегодня мы начинаем поворачивать обратно в сторону дома. Думаю, что путь будет такой немного грустный, но спокойный. Мы доехали, группа добралась. Очень хороший тимбилдинг, такие мероприятия. Поездка сплочает, она прокачивает скилл многих участников, потому что для многих это было первое путешествие, связанное с оффроудом. Эндуро-туризм процветает, и хорошо, что мы выбрали такой маршрут. Все рады, все счастливы. Это эмоционально приятное ощущение. Ребята до сих пор успокоиться не могут. Хотят дальше в бой, но нас ждет еще дорога домой. Итак, мы на самой северной точке запада России. За мной маяк. Там, за спиной оператора, находится океан. Мы это сделали.